Доброго морозного утра. Зима в этом году в средней полосе выдалась настоящая русская, с морозами и снегопадами. На улице особенно страдают птицы. Хочу поделиться опытом, как быстро и недорого изготовить для них вкусный корм с возможностью удобно закрепить на ветке или за окном. Идея была подсмотрена в Дании, где в обычных магазинах продаются жировые шарики для подкормки птиц в холода. Итак, приступаем. Для этого нам необходимы мелкие крупы, пригодные для кормления птиц. Это такие, которые особо не разбухают. В данном случае у меня есть ячневая крупа, пшено, и семечки. Дальше маргарин комнатной температуры, чтобы он был мягкий. Плоскогубцы, нитки, проволока желательно в изоляции, где-то проволока диаметром 2 мм, длиной сантиметров 30, толкачик и сеточка. Сеточку можно взять от ящиков из-под фруктов, она очень для этого подойдет. С ячейкой примерно 5 на 5 миллиметров. Или что-нибудь, какая-нибудь похожая полиэтиленовая. Что мы делаем? Засыпаем крупу. Добавляем семечки. Состав может быть любым, в общем-то. Дальше. И добавляем маргарин. Все это тщательно перемешиваем до отлипа, то есть чтобы получилась однородная масса. Вот получилась такая вот смесь, с которой мы формируем шарик. Или если смеси много, шарики. Для этого просто рукой берем и формируем большой шарик. Вот такой шарик получился. Теперь его минут на 10 надо положить в морозилку, для того, чтобы он затвердел, загустел. Пока жировой шарик затвердевает, за это время готовим проволоку. Для этого очищаем где-то сантиметр проволоки от изоляции. И на расстоянии, равном где-то диаметру шарика, очищаем вот эту часть тоже. Это для чего делается? Для того, чтобы после нанизания шарика на проволоку вот эта вот часть осталась для закрепления нитками сеточки. Шарик подтвердел. Далее аккуратненько по центру его протыкаем насквозь. Вот проткнули, чтобы выступал кончик зачищенный. Далее этот кончик загибаем плоскогубцем. И утапливаем шарик. Далее нарезаем сетку. Вот, отрезаем примерно вот такой кусочек, чтобы он подходил по диаметру. И сворачиваем в форме мешочка.
Далее сеточку плотно скручиваем, чтобы получился вот такой вот чупа-чупс. И вот эту вот часть основания мы закручиваем плотненько нитками. Лишнюю сеточку обрезаем ножницами. Теперь ниткой тщательно закручиваем вот этот получившийся мешочек, вот где мы снимали изоляцию, чтобы нитка прошла и там тоже, для лучшего скрепления и зацепа. Вот такой своеобразный чупа-чупс у нас получился. Далее, желательно его забросить на полчаса в морозилку, для того, чтобы маргариновая смесь подстыла. Для удобства вынести на улицу и повесить, или вынести за окно и повесить за окном. Все, цепляем на ветку. Желательно не на толстую, чтобы не добрались усатые-полосатые. Проволока жесткая, на чем удобно, что при ветре не болтается жировой шарик, и птицы более смело на него садятся. Хочу заметить, что птицы очень охотно едят, даже более охотно, чем сало.